Привет всем! В этом видео сделаю обзорчик индикатора уровня заряда с внешним датчиком температуры. Ссылочку оставлю на этот индикатор в описании. Но весь прикол в том, что китайцы до ума что-то сразу доводить ничего не хотят. То в продаже продается сам индикатор заряда аккумулятора, а датчик температуры в комплект не входит. Я его взял от обычного терморегулятора, и этот провод его можно купить отдельно. Вот наш датчик температуры здесь запаян в колбочку, и здесь есть разъемчик, но его нужно будет обрезать. А внутри, сейчас я открою вот этот индикатор, сзади открывается крышечка, вот, вытаскиваем плату, и здесь есть два контакта, вот они, вот один, вот второй, и сюда мы просто припаиваем, обрезаем вот этот провод. Залудим его, припаиваем сюда, без разницы полярность здесь, просто два проводка припаиваем, собираем все обратно, и у нас получается вот такой вот индикатор с датчиком внешним, то есть его можно примотать колбу эту к батарее, и он будет показывать температуру аккумуляторов. И вот эти два провода, они подключаются напрямую к аккумулятору. Красный плюс мы подключаем к плюсовой клемме, минус подключаем к минусовой. Сейчас я подключу его, покажу, как он настраивается, как выставляются настройки. Я подключу его просто к блоку питания. Красный плюс, черный минус. И вот индикатор загорелся. Свет я сейчас приглушу. Вот так. Здесь у нас дисплейчик, над нем отображается температура, вот 29 градусов Цельсия. Если подержать его, то датчик начнет нагреваться. Вот растет температура. Но он показывает приблизительно, то есть это не точно. Во-первых, здесь нет десятых целых градусов. Обновление довольно редкое. Ну, в принципе, чтобы понять, аккумулятор горячий либо холодный, то, я думаю, этого датчика достаточно. Вот, начал нагреваться. Здесь у нас в процентах показывает уровень заряда аккумулятора. И также с помощью кнопки Set вместо температуры можно выставить, и он будет показывать напряжение. То есть мы переключаем температуру и напряжение. А нижняя строчка схематически показывает ячейками, насколько заряжен аккумулятор. Но под каждый аккумулятор нужно его будет настроить в зависимости от типа аккумулятора и количества ячеек. Для этого нужно зайти в меню настроек. Все кнопки, вот их две штуки, они расположены на передней панели. Сзади кнопочек нет. Поэтому можно уже установленный индикатор настраивать без проблем, либо перенастраивать, если вы хотите поменять какие-то настройки. Чтобы зайти в меню настроек, нужно нажать кнопку Set. Нажимаем. Вот, подержали чуть-чуть, замигала единичка, и здесь у нас можно с помощью этой же кнопки Set листать и выставлять нужные нам параметры. Начнем с первого, единичка, нажимаем M, и здесь у нас под меню открылось, мигает буква F, это значит, что аккумулятор у нас железофосфатный сейчас настроен. С помощью кнопки Set мы можем менять параметр, выставлять L это литий-ионный и P это свинцовый, то есть это автомобильные аккумуляторы свинцовые и также гелевые аккумуляторы, они тоже идут свинцовые, поэтому если у вас гелевые аккумуляторы, выбираем P. L это литий-ионный. Дальше нажимаем M, переходим к выбору количества ячеек. Индикатор заряда работает от 9 вольт, поэтому при литий-ионном аккумуляторе мы можем выставить минимум 3 банки. То есть это 3 ячейки будет. Разряженный аккумулятор 9 вольт. А заряженный это 12,6 вольт. То есть каждая ячейка по 4,2 вольта. В сумме 12,6. И можем с помощью кнопочки перелистывать и выбирать количество банок. Вот максимум здесь сейчас посмотрим.
26 банок максимум. И потом начинается опять с 3. Выставили 3, сохранили настройки, вернулись назад в меню. С помощью кнопки Set выбираем второй пункт. Заходим сюда. Это автоматическое выключение дисплея. По умолчанию выключено, то есть его можно включать-выключать с помощью кнопки M. Включили. Если не надо, выключили. Либо можно выставить автоматическое выключение. Переводим в On. И выставляем нужное время. Это у нас в секундах. 10 секунд, 30 секунд, 60 и 120 секунд. То есть через сколько наш индикатор отключится. По умолчанию эта функция выключена. То есть мы его выключаем сами. Если не выключили, будет постоянно светиться. Следующая настройка. Выйдем. 3. Заходим. Это калибровка уровня в процентах и вот эти вот черточки во втором индикаторе. То есть, чтобы смотреть разряжен-заряжен, можно его откалибровать. То есть, есть значения по умолчанию, которые выставлены. И здесь же можно выставить вручную напряжение, при котором у нас полностью разряжен аккумулятор. Если вы, например, не хотите его разряжать до 9 вольт, вы можете выставить, например, 9,5, и он будет показывать у вас 0, что он у вас уже разряжен. Но напряжение 9,5 вольт. И также можете отрегулировать максимум. То есть будет показывать какое-то число. Ну, по умолчанию стоит, мы его трогать ничего не будем. Выходим назад в меню. Выставляем 4 пункт. Зашли в настройки. Это у нас сигнализация. Она у нас идет цветовая, то есть будет мигать значок молнии. И минимальное напряжение выставляем, при котором мы хотим, чтобы включилась эта световая сигнализация. Будет мигать, если там приближается к концу разряда, то есть к какому-то минимальному напряжению. И будет сигнализировать, то есть будет мигать вот эта молния. То есть можно включить, выставить нужное напряжение, и при этом напряжении, когда ниже него упадет, будет мигать значок молнии. Но это мне функция не нужна, поэтому я ее выключаю. Выхожу с меню. Переходим к 5 настройке. Заходим сюда. Здесь у нас режим калибровки. Значение стоит 12 вольт. Поэтому для того, чтобы, если вы хотите там показывать неправильно, с погрешностью именно напряжение, вы можете его откалибровать с помощью эталонного напряжения. Для этого вам понадобится лабораторный блок питания, скорее всего, либо любой источник питания, который равняется ровно 12 вольт. Вот я подаю с лабораторного блока питания ровно 12 вольт. И здесь тоже высвечивается 12 вольт. Я нажимаю Set. И датчик калибруется и сохраняется значение, что это напряжение, которое сейчас подается, именно 12 вольт. Если я, например, подам сюда 11 вольт, зайду в этот режим, нажму Set, когда мигает 12 вольт, то индикатор заряда подумает, что 11 вольт это 12. И когда мы выйдем из меню, то вот здесь будет показывать 12 вольт, но на самом деле 11. Поэтому этой функции просто так не клацайте, либо калибруйте ее точно. Когда у вас есть какой-то источник питания 12 вольт, вы знаете, что он точный, вы можете откалибровать и будет показывать 12 именно вольт. Переходим к 6 пункту, заходим сюда. В 6 пункте это включение-выключение датчика температуры. Он, когда включено, это датчик температуры включен и будет показывать значение. Если мы выключим OFF, то здесь просто будет гореть на дисплее напряжение и не будет переключаться на температуру. То есть вот этот датчик будет отключен. Ну, мы оставляем ON, то есть включен. Датчик у нас подключен и работает, поэтому мы оставляем ON. Если не будете использовать датчик температуры, то переставляете его просто OFF. Потому что если, например, его сюда не припаивать, выпаять, то по умолчанию там будет просто гореть 4 градуса Цельсия. То есть температуру он показывать не будет.
Вот. 6 пункт у нас включает-выключает датчик температуры. И остается последний 7 пункт. Заходим сюда. Это световая сигнализация при повышении напряжения. То есть здесь после какого-то напряжения максимального, которое мы здесь выставили, то будет мигать значок молнии, то есть световая сигнализация при превышении какого-либо установленного напряжения. Можно выставить какой-то параметр, и если напряжение будет выше, чем заданное, например, у нас аккумулятор будет перезаряжаться, или что-то случилось там с блоком питания и пошел перезаряд, то вы увидите, что значок молнии мигает, потому что напряжение превышено. Вот это в 7 пункте настраивается. Ну, в принципе, это все настройки. То есть мы выставляем все нужное, параметры выбираем. И вот так работает этот индикатор заряда. Ссылочки на него в описании. Отдельно скину ссылочки на вот этот проводочек с датчиком температуры. Заказать можно тоже его. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.